В этом видео я вам расскажу о том, как вы можете своих подчиненных научить ответственности в выполнении задач. Если вы это сделаете, вам не надо будет 10 раз им одно и то же объяснять, потом очень долго контролировать, а потом все самостоятельно исправлять за них. И первое правило здесь. Никогда не ставьте задачи халтурно. Руководитель – это тоже человек. Он может делать свою работу ответственно, а может делать халтурно. Что значит халтурно? Халтурно – это значит, давай-ка сделай вот это. И ты не объясняешь, что это за задача, как ты видишь, как ее надо сделать, почему эта задача вообще важна, какие особенности. Ты его просто не погружаешь в тему. Знаете, японцы говорят, что увеличение времени на планирование на 20% сокращает время на выполнение на 50%. И я с этой идеей полностью согласен. Часто руководитель действительно в цейтноте. Действительно загружен, много дел и так далее. Нет времени. И руководитель халтурно ставит задачу. Он просто бросает что-то, какие-то отдельные отрывки своим подчиненным, устно им рассказывает о том, что надо сделать, экономя таким образом время, пытаясь сократить собственные трудозатраты. Но на самом деле руководитель таким образом увеличивает свои трудозатраты. Почему? Потому что если твой подчиненный не понял, в чем конкретно заключается задача, что ты имел в виду, в деталях не понял, как ты хочешь, чтобы она была выполнена, если он не понимает важность, приоритет, почему эта задача более важная или менее важная, чем какие-то другие, в конце концов, пойми, тебе придется ему снова и снова это объяснять. Тебе придется много тратить времени на контроль, тебе придется много кроме времени, тебе придется очень много эмоций потратить на это, потому что, когда ты в какой-то момент вдруг узнал, что задача стоит, она не выполняется, а тебе важны эти результаты и так далее, ты еще эмоционально тебя это разрушает. Так что, когда ты ставишь задачу, сделай это качественно, потрать на это время, сфокусируйся, добейся, чтобы в этот момент подчиненный действительно был весь во внимании, чтобы он действительно тебя понимал. Второй важный момент. Всегда нужно выяснять, действительно ли сотрудник понял задачу. Я понимаю, что это звучит в каком-то смысле как-то по-военному. Да? Знаете, у военных есть такой подход, когда ты офицер и ставишь солдату какую-то задачу, ты ему говоришь: так, рядовой Иванов, вам нужно взять краску и покрасить этот забор отсюда до сюда в такое-то время и так далее. И в армии есть такой подход, когда ты говоришь: а теперь, пожалуйста, своими словами расскажи, что я тебе сейчас сказал. И ты слушаешь, да? Майор Пейн к заступлению на службу готов. Что? Вы знаете, такой немножко туповатый подход, но на самом деле в нем есть довольно глубокий смысл. Понятно, что мы в бизнесе это не делаем таким образом, но смысл здесь в чем заключается? В том, что когда ты ставишь задачу, надо убедиться, действительно ли человек ее понял. И когда он может хотя бы ее повторить своими словами или как-то объяснить, как он собирается это сделать, это уже дает на самом деле надежду на то, что он действительно это понял. И в бизнесе мы поступаем зачастую по-другому, потому что в бизнесе у нас часто есть какие-то большие объемные задачи. Вот что мы обычно в нашей компании делаем, я, мой партнер, руководители. Если мы ставим такую объемную задачу кому-то из подчиненных, мы просто просим, чтобы он быстренько письменно накидал шаги, как он собирается эту задачу выполнить. И это просто потрясающе. Он дает тебе такой небольшой проектик, всего несколько шагов, но, глядя на этот проектик, ты уже понимаешь, первое, понял он задачу или нет. Второе, как он собирается ее выполнить. И третье, это важный момент, ты его заставляешь думать. Он сам думает, он сам планирует. Вы, кстати, обращали внимание, что люди с гораздо большей охотой выполняют те задачи, которые они сами решили, как они будут выполнять. И вам понадобится гораздо меньше времени и гораздо меньше сил на контроль, так что вы можете это использовать. Третий важный момент. Ставьте все задачи письменно. Даже если вы что-то устно рассказали, даже если вы устно поставили задачу, даже если вы убедились, что человек ее понимает, обязательно продублируйте эту задачу письменно. Обязательно. Почему? Потому что, когда вы ставите задачи своим ребятам, они загружены, у них есть работа. Скорее всего, он в этот момент чем-то занят прямо сейчас. Хорошо, вы выдернули его внимание, вы с ним пообщались, он вас понял. Но сразу после этого ему что-то еще прилетит.
У него есть какой-то план, по которому он идет. И он переключится на что-то другое. И если он действительно такой умный, трудолюбивый, то есть он будет сфокусирован на чем-то другом. И довольно часто бывает такое. Если задача поставлена устно, то она в одно ухо влетела, в другое вылетела. Понимаете, он уже на что-то переключился, он на что-то направил внимание, и он уже забыл о вашей задаче. Но если вы поставили, продублировали задачу письменно, и она ему пришла в электронную почту или в какой-то софт по управлению задачами, то он ее увидит, он ее вспомнит, ему это напомнит, и есть высокая вероятность, что он ее действительно выполнит. А если будете ставить устно, не удивляйтесь, когда через 3 дня вы приходите за результатами и говорите: ну что, Петь, как там у тебя? Ты сделал? Он говорит: что? А что я должен был сделать? А я не помню. Я читала об этом. Если дымка становится красной, это означает, что ты забыл что-то. Но в том-то и дело, что я не помню, что я забыл. А если это произошло через неделю или через 2, скорее всего, он действительно вообще не помнит, о чем вы говорите. А вы ожидаете от него какого-то исполнения. 4. Важный момент. Когда вы поставили задачу, нужно напоминать и нужно требовать. Поймите, какая штука. Большинство людей, они не очень-то дисциплинированы. Кроме того, в работе есть всегда много моментов, которые отвлекают. Какие-то звонки клиентов, какие-то просьбы коллег, какие-то собственные планы и так далее. И если вы не напоминаете постоянно, то есть если вы не возвращаете внимание своего сотрудника, подчиненного к этой задаче, высока вероятность, что как минимум исполнение затянется, а то и вообще не будет выполнено. И руководителям не очень нравится напоминать. Это тоже какой-то, знаете, механизм разума. У многих людей вот есть такое внутреннее состояние, что если я напоминаю кому-то, это значит, что они меня не уважают. А если я напоминаю, это значит, что они не относятся ко мне серьезно. Я вынужден напоминать это. И у людей вот эта вот необходимость напоминать и требовать, она прям вызывает какую-то болезненную эмоцию. А может быть, это вызвано тем, что когда ими кто-то управляет, им напоминает, им это неприятно. Особенно неприятно, когда тебе напоминают, а ты забыл вообще, что ты должен был это сделать. Конечно, это неприятно. Ты такой: упс, нарушил обещание и все такое. Но, тем не менее, поймите, напоминать и возвращать к задаче — это просто постоянная, обычная рутина руководителя. Руководитель должен делать это с нормальными, позитивными эмоциями, понимая, что люди — это не роботы. Это не так, как ты заложил одну программу, и он теперь по этой программе работает. Это так не работает с людьми. Ты должен напоминать, ты должен делать это дружелюбно, но при этом настойчиво. Ну, какой здесь бонус? Если ты дружелюбно, но настойчиво напоминаешь о задаче, которую ты поставил, и таким образом ты добиваешься, чтобы они довели эту задачу до результата, бонус здесь такой, что со временем у твоих подчиненных вырабатывается определенные отношения. Прямо внутренняя уверенность в том, что если мне мой руководитель поставил задачу, он точно не отцепится, не слезет, поэтому лучше бы я ее все-таки выполню быстро, выполню вовремя и спокойно буду заниматься какими-то другими обязанностями. Потому что все равно соскочить не удастся. И они чудесным образом начнут ваши задачи выполнять. 5. Абсолютно неочевидная вещь. Понимаете, людей нужно благодарить за то, что они сделали работу. Их нужно благодарить за каждую выполненную задачу. Спасибо. Благодарю. Большинство руководителей имеют такую точку зрения, что вообще обращать внимание нужно на факапы, на проблемы, когда что-то не получается. И эти ребята, они все свое время полностью жгут на то, чтобы разбирать какие-то ошибки, тыкать подчиненным, что там у них не получилось, что там не так, находить какие-то недостатки и так далее, и так далее. При этом, если ты руководитель, понятно, что человек загруженный, у тебя много задач, и в первую очередь тебе бросается в глаза, естественно, то, что является проблемным. Потому что это прям автоматически привлекает внимание. И руководители забывают о такой простой вещи, что люди — это не роботы, их надо благодарить. Потому что когда ты благодаришь человека как руководитель, ты фактически ему говоришь: то, что ты сделал, было важно. Это важно для меня, это важно для команды. Понимаете? Ты выставляешь, в каком-то смысле, ты выстраиваешь у него правильные приоритеты. Поэтому обязательно нужно благодарить. А еще одна вещь происходит с людьми, когда их благодарят. Им хочется этого делать больше. Если нас за что-то благодарят,
и говорят: ты такой молодец, Саша, окей. Я себе говорю: я действительно молодец. И у меня возникает больше желания делать эту работу. И это одна из постоянных обязанностей руководителя. Поэтому, как бы вы ни были загружены, не забывайте благодарить за обычные выполненные задачи, за обычный выполненный план. Спасибо тебе большое, что это сделал. Я на тебя рассчитывал, и это очень круто, что ты это сделал. Спасибо тебе, дорогой. Я очень рад, что я могу на тебя рассчитывать всегда. Ты просто великолепен. Это так просто. Это занимает так мало времени, но дает настолько много результатов. В общем, соблюдение этих 5 условий поможет вам по-настоящему качнуть ваших подчиненных, качнуть вашу команду и добиться гораздо лучшего выполнения поручений. И это только один небольшой инструмент, который должен использовать в работе профессиональный руководитель. Ну а если вы хотите узнать, какие еще инструменты существуют в арсенале хорошего руководителя, ну что ж, приходите на мой бесплатный мастер-класс «Как усилить команду и повысить эффективность бизнеса». Ссылка на мастер-класс в описании.